Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хотел бы рассказать о вот таком очень распространенном датчике температуры DS18B20 и о том, как его подключить к Arduino. То есть снова будет больше теоретическое видео, но оно достаточно самостоятельное по смыслу, и я решил, прежде чем собирать готовое устройство на его основе, рассказать подробнее о самом датчике, его распиновке, схеме подключения датчика к микроконтроллеру и считывания с него температуры. Я буду использовать датчик DS18B20 в герметичном металлическом корпусе, который позволяет не только измерять температуру воздуха, но и полностью погружать его в жидкости и измерять их температуру. Распиновка датчика выглядит следующим образом. Пин GND подключается к земле, пин VDD к питанию 5 вольт или 3,3 вольта. Напряжение питания датчика может быть от 3 до 5,5 вольт. Пин DQ подключается к цифровому пину микроконтроллера. Заявленная точность датчика около 0,5 градуса Цельсия, диапазон измеряемой температуры от минус 55 до плюс 125 градусов Цельсия. Датчик бывает и в других корпусах, но характеристики и назначение пинов одинаковые. Подключается датчик по следующей схеме. Она будет в описании под видео. Соберем эту схему на макетной плате. У меня датчик уже с припаянной гребенкой контактов для удобства подключения. Подключаю его к макетной плате. Землю датчика, которая представлена черным проводом, подключаю к минусам макетной платы. Красный провод, соответственно, соединяю с плюсом. Желтый провод, по которому будет передаваться цифровой сигнал, подключаю ко второму пину Arduino Uno. К минусу и плюсу макетной платы подключаю, соответственно, пины GND и 5 вольт Arduino. И еще нужно связать цифровой пин датчика подтягивающим резистором с питанием 5 вольт. Рекомендуется резистор на 4,7 кОм, но если такого резистора нет, сгодится и любой другой, примерно подходящий по номиналу, например 5 кОм. Я позже проведу небольшой эксперимент с подключением резисторов разного номинала и увидите, что на точность измерения это не влияет. Перейдем к программной части. Для работы с Arduino вначале нужно скачать библиотеку OneWire. Ссылка на библиотеку есть в описании. Скачиваем библиотеку на компьютер и добавляем в Arduino IDE. Чтобы проверить работу датчика, есть стандартный для данной библиотеки пример. Идем в файл, примеры, библиотека OneWire и выбираем первый пример DS18X20 Temperature. Пример сделан сразу для нескольких типов датчиков, так что если вы не знаете, какая именно у вас модель датчика, то можно это выяснить с помощью данного примера. Единственное, что изменим в примере, это пин, к которому у нас подключен датчик, с 10 на 2, так как 10 пин мы позже задействуем для подключения светодиодного индикатора. Несколько комментариев по коду скетча. Вначале мы ищем, есть ли у нас подключенные датчики, и если находим, записываем их адреса в массив Adder. Так как вообще подключенных датчиков по данной схеме может быть несколько, и у каждого из них будет свой уникальный адрес. Далее выводим служебную информацию, контрольную сумму и определяем модель нашего датчика. Выбираем датчик и отправляем датчику команду на измерение температуры. Это происходит примерно в течение 1 миллисекунды, так что перед выполнением следующих команд устанавливаем соответствующую задержку. И после паузы в 1 миллисекунду отправляем команду на получение измеренной температуры. В конце производим преобразование считанного значения в градусы Цельсия и Фаренгейта и выводим результат в монитор порта. Загружаем скетч в Arduino, открываем монитор порта и видим, как выводится много служебной информации и температура по Цельсию и Фаренгейту. Кроме того, показывается модель чипа датчика температуры. В данном случае, как я уже и говорил, речь идет о DS18B20. Значения, передаваемые датчиком, достаточно точные, так как я его сравниваю с вот таким вот цифровым термометром.
а его, в свою очередь, сравнивал с цифровым термометром для измерения температуры тела. Вообще, это один из лучших способов узнать точность измерения температуры, сравнив с температурой тела, которая у здорового человека более-менее постоянная и известно чему равна. Кстати, еще заметил, что если опустить оба датчика в стакан с ледяной водой, то значения они показывают очень близкие. А вот при опускании в горячую воду с температурой около 60 градусов Цельсия значения уже отличаются почти на 2 градуса. Но тут я уже не знаю, возможно, проверяет покупной цифровой термометр, так как у него достаточно странные характеристики на сайте продавца. Температура измерений от минус 55 до 110 градусов Цельсия, а вот рабочая температура от 0 до 50 градусов Цельсия при погрешности измерений в 1 градус Цельсия. У меня есть подозрение, что рабочая температура – это температура, при которой более-менее соблюдается указанная погрешность в 1 градус Цельсия. А все, что вне этого предела, там уж как получится, плюс-минус километр. Теперь разберемся, насколько важно именно рекомендуемое производителем сопротивление в 4,7 кОм. На макетной плате я собрал небольшой испытательный стенд. В верхнем ряду 10 резисторов, соединенных последовательно, каждый из которых номиналом 2 кОм. Таким образом, их суммарное сопротивление составляет 20 кОм. А нижний ряд представляет из себя два резистора по 330 Ом, дающих в сумме 660 Ом, и еще несколько резисторов разного номинала, чтобы в сумме получить около 700 Ом. Если соединить этот ряд со вторым резистором первого ряда, то получаем то самое сопротивление на 4,7 кОм. Вначале подключим, как того и требуется по инструкции, датчик к суммарному сопротивлению 4,7 кОм. В монитор порта выводится, как и раньше, информация о текущей температуре. Теперь временно отсоединим провод, подключенный к группе резисторов. Выдается ошибка, что доказывает, что подтягивающий резистор все-таки нужен. Соединим провод с первым резистором верхнего ряда, получая сопротивление 2 кОм. Датчик исправно работает и выдает текущее значение температуры. Теперь соединим со вторым резистором, обеспечив сопротивление 4 кОм. Температура показывается. Это же касается третьего резистора, четвертого и так далее, вплоть до 10-го резистора, соединение с которым обеспечивает сопротивление в 20 кОм. В общем, данный опыт показывает, если у вас нет резистора на 4,7 кОм, то можно подобрать примерно похожий по номиналу, на точность измерения это не влияет. И еще обратите внимание, сколько скетч занимает в памяти. 5504 байта. Очень много, особенно когда речь пойдет о загрузке этого скетча в Attini 13, у которого всего 1 килобайт памяти. Конечно, один и тот же скетч для Arduino и Attini занимает разное количество памяти. Например, тот же стандартный скетч Blink, все назначение которого просто помигать светодиодом, на Arduino Uno займет аж 924 байта памяти устройства. А при компиляции на Attini 13 он займет всего 86 байт, или 8% памяти устройства. Давайте провернем такой же эксперимент со стандартным скетчем для измерения температуры. Значит, для Arduino Uno скетч у нас занимает в памяти 5504 байта. Только предварительно нужно убрать из кода скетча все, что касается работы с монитором порта, то есть Serial Begin, Serial Print. На Attini, само собой, ничего подобного нет, и при компиляции появится ошибка. Теперь нажимаем кнопку «Проверить». И видим, что данный скетч занимает 1206 байт. И, следовательно, в память Attini 13 он в таком виде не поместится. Но оптимизацией кода скетча и выводой температуры на светодиодный индикатор мы займемся уже в следующем видео, которое выйдет в воскресенье. В том числе поговорим и о преобразовании числа получаемой температуры в цифры для вывода в секции светодиодного индикатора.
Спасибо, что досмотрели до конца. До завтра.